Здравствуйте! Добро пожаловать на мой вязальный канал. Меня зовут Светлана. Предлагаю вам вместе со мной связать вот такие вот комнатные тапочки-слитки для дома. Вот так эти тапочки выглядят. Тапочки вяжутся крючком. Свои слитки я вязала на размер 38, то есть длина стопы 24,5 сантиметра. Новые тапочки, которые я буду вязать вместе с вами, я буду вязать из вот такой вот пряжи. Это полушерсть, тут 50% шерсти, 50% акрила. Метраж этой пряжи 300 метров на 100 грамм, и буду вязать крючком номер 4. Тапочки я начинаю вязать от мыска и буду вязать до поголенка. Мысок начало вязания будет иметь вид круга, форму круга. И я начинаю таким вот образом. Оставляю кончик нитки, порядка 10 сантиметров. Мне так будет удобнее этот кончик закрепить хорошо, плотно в полотне носка. Вязать я буду столбиками без накида по спирали. Начинаю вязать таким образом. Вяжу 2 воздушные петли, и в первую петлю начала этой вот мини цепочки я вяжу первый ряд и вяжу 6 столбиков без накида. Первый ряд нашего круга. Первый ряд провязан. Как я уже сказала, я вязать буду по спирали, поэтому для того, чтобы знать, где начало ряда, мне нужно поставить какой-то опознавательный знак. Можно поставить маркер на первую петлю ряда или же проложить контрастную нитку. Я прокладываю контрастную нитку и начинаю вязать второй ряд. Второй ряд я вяжу так. В каждую петлю первого ряда я вяжу по прибавке. Прибавка — это 2 столбика без накида из одной петли. И вяжу прибавку. То есть из одной петли я вяжу 2 столбика без накида. В следующую петлю я тоже вяжу 2 столбика без накида, то есть прибавку. И так в ряду у меня будет 6 раз. То есть 6 прибавок. Соответственно, когда я свяжу второй ряд, то у меня в ряду увеличится количество петель и будет 12. Дошла я до начала ряда, перебрасываю ниточку, отмечая ряд, и начинаю вязать третий ряд. Третий ряд я вяжу так. Одну петлю я провязываю столбик без накида, а во вторую петлю этого ряда я вяжу прибавку. То есть из одной петли я вяжу 2 столбика без накида. И опять повторяю: 1 петля, а в следующую прибавку. И так в ряду будет опять 6 раз. И в конце ряда, после того, как я провяжу 6 раз 1 петля прибавка, у меня будет 18 столбиков без накида. Довязала ряд, прокладываю ниточку, отмечая таким образом начало нового ряда, и вяжу 4 ряд. 4 ряд я вяжу так: 1,
один столбик без накида, второй столбик без накида, а в третий прибавка. Опять 2 столбика без накида, а в третью прибавка. Опять 2 столбика без накида, а в третью прибавка. Итак, в ряду у меня будет опять 6 раз. 2 столбика без накида, прибавка. 2 столбика без накида, прибавка. И в конце ряда, когда я его свяжу до конца, у меня в ряду будет 24 столбика без накида. Прокладываю ниточку начала ряда и вяжу 5-й ряд. 5-й ряд я вяжу 3 столбика без накида в каждую петлю, а в 4-ю я вяжу прибавку. Опять 3 столбика без накида, а в 4-ю петлю я вяжу прибавку. И так опять в ряду у меня будет 6 раз. 3 столбика без накида, а в 4-ю прибавку. В 4-ю прибавку. И в конце ряда когда я свяжу его, у меня будет 30 столбиков без накида в ряду. Завершила ряд прибавкой и начинаю 6-й ряд. Вяжу его так: 4 столбика без накида, а в 5-ю петлю я делаю прибавку. Опять 4 столбика без накида, а в 5-й я делаю прибавку. И так в ряду я делаю 6 раз. То есть провязываю 4 столбика без накида, а в 5-ю прибавку. Еще раз 4 столбика без накида в каждую петлю по столбику, а в 5-ю петлю я делаю прибавку. И последний раз в каждую петлю по столбику 4, а в 5-ю прибавка. И в конце этого ряда будет 36 столбиков без накида. Вяжу 7-й ряд, прокладываю ниточку, обозначающую начало ряда, и вяжу 5 столбиков без накида, а в 6-й прибавка. Опять 5 столбиков без накида, а в 6-й прибавка. И так в ряду я делаю опять 6 раз, то есть 2 уже связала, еще 4. 2, 3, 4, 5, а в 6-ю прибавка.
1, 2, 3, 4 и в шестую прибавка. И в конце ряда у меня должно быть 42 столбика без накида. И вяжу последний раз. 1, 2, 3, 4, 5, а в шестой прибавка. Так мне нужно вязать круг до диаметра 7 сантиметров. Сейчас я померяю диаметр своего круга. Если у меня достаточно, то я буду продолжать вязать немножко по-другому. Вот 7 сантиметров у меня круг. Больше я круг вязать не буду. Теперь я буду просто ровно вязать те петли, которые у меня есть. То есть 42 петли я буду провязывать в каждом ряду по спирали, без прибавок и убавок, формируя такую трубу. То есть я буду вязать вот эту вот часть, тапочка. Сейчас я мысок уже связала, вот он у меня готов. Вот если его вот так вот сложить, вот этот вот круг, это мой мысок, вот он готов. И теперь мне нужно вязать ровно, без прибавок и без убавок, до вот этого вот места, когда я буду формировать пятку. Вот эта длина у меня от начала мыска до пятки 16 сантиметров. Мысок мы уже связали, и он у меня 3 сантиметра. 3 сантиметра, ну 3 и немножечко, ну будем считать, что это 3 сантиметра. И мне осталось теперь связать до пятки 13 сантиметров. 13 сантиметров это 28 рядов с моим крючком и с моей пряжей. Поэтому я сейчас вяжу ровно 28 рядов по спирали. Каждый ряд я прокладываю, отмечая ниточкой, чтобы знать, сколько я провязала рядов, для того чтобы второй носок связать такой же по количеству рядов, потому что сантиметры это, ну, как бы такое дело. Вот немножечко потянул, больше сантиметров получилось, примерила я, к примеру, на ногу, да, оно растянулось и сантиметров меньше стало, а по количеству рядов будет одинаково. Хотя визуально, вот если посмотреть вот так вот на два носочка мои, да, на два моих тапочка, визуально кажется, что вот этот больше, чем вот этот. Но вот этот вот я отпаривала, а этот нет. А по количеству рядов у меня они абсолютно одинаковые. Итак, я продолжаю вязать 28 рядов ровно, столбиками без накида, по кругу или по спирали. И тогда мы встретимся, я покажу, как я буду вязать пятку. После круга, после мыска я связала 28 рядов. И теперь вот эта вот вся деталь, которая вот так вот выглядит, у меня должна быть длиной 16 сантиметров. Так это и есть, в общем-то. Теперь я приступаю к вязанию пятки. Я буду вязать неполный круг. Также продолжаю вязать столбиками без накида. И начинаю вязать на вот эту вот часть, переднюю часть нашего следочка, я оставлю 8 петель. В этом следочке у меня 10 петель, но мне хочется немножко уже. И я оставлю 8 петель. То есть отсюда я начинаю вязать неполный круг. У меня во всем круге, как я уже говорила, 42
петли или 42 столбика. Если я хочу вот здесь вот отставить 8 петель, то это получается мне надо провязать 42 минус 8, это получается 34 столбика. Я вяжу 34 столбика без накида. Так как я и вязала по кругу, но просто я считаю, чтобы было 34. Вот я оставила еще обосновательный свой маркер начала ряда, потом я его вытащу, когда немножечко провяжу вверх пятки. Итак, я вяжу 34 столбика без накида. Провязала я 34 столбика. Вот у меня от начала ряда осталось 8 непровязанных петель. Дальше я делаю петлю подъема, разворачиваю вязание в эту же петлю, вяжу первый столбик и так провязываю в обратном направлении тоже 34 столбика без накида в каждую петлю. И на вот этих вот 34 петлях я буду вязать пока что ровно поворотными рядами туда-обратно 14 рядов. Первый я связала, сейчас я вяжу второй. И еще 12. Ровно, без всяких изменений, просто вяжу прямоугольник такой. Вот тут у меня нитка показывает начало ряда. Вот я смело и уверенно вяжу до нее. Проверяю. 2, 4, 6, 8. Все правильно. Теперь эту нитку можно вытащить. Просто я потянула, и она вытащилась. Дальше я 2 ряда связала, разворачиваюсь, провязываю сюда же в первый столбик и вяжу опять 34 столбика без накида до конца вот этого вот поворотного ряда. И так, как я уже сказала, мне нужно провязать 14 рядов. Сейчас я вяжу третий. Вот такая вот конструкция у меня образовывается. Тут у меня провязано только 8 рядов. Вот этих вот. А мне нужно еще вязать 6. Поэтому я продолжаю вязать. Будет еще больше. Вот все 14 рядов у меня связаны. Вот так вот это все выглядит. Это еще не вся пятка связана. Вот это вот наша пятка, да, она еще связана не вся, то есть недостаточная длина моего слитка. Мне нужно связать еще 3 ряда для того, чтобы вся длина слитка была готова. Но почему я остановилась? Я хочу сделать закругление пятки, чтобы следок лучше сидел на ноге, чтобы здесь не было вот такой вот куриной шпоры. Если вот так вот оставить, да, и сшить, потому что мы будем сшивать вот по вот этому вот месту, то здесь вот образуется такая куриная шпора. Так вот, чтобы не было вот этой вот куриной шпоры, это мое выражение, это не термин. Вот я хочу закруглить. Закругление я буду делать методом убавок. Как раз вот здесь вот в половинке вот этих вот 34 петель, вот здесь вот на серединке я буду делать 2 убавки по 2 столбика, по 2 петли. Значит, 34 столбика я делю пополам. Это получается 17 столбиков, половинка пятки.
2 петли из этих 17 столбиков, 2 столбика или 2 петли я буду провязывать вместе. Значит, я вяжу 15, они у меня будут сейчас нетронутые. А 16 и 17 я буду провязывать вместе. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дальше я провязываю 16 17 петлю вместе. Я вяжу один недовязанный столбик без накида, оставляю его на крючке. Дальше вяжу следующую петлю, следующий недовязанный столбик без накида и подхватываю нитку и протягиваю через вот эти 3 петли. Я сделала одну убавку, это половинка пятки. Теперь вторая половинка, и со второй половинки мне нужно сначала сделать убавку, а потом довязать петли ровно. Я делаю в следующую петлю опять недовязанный столбик без накида, еще в одну петлю я вяжу опять недовязанный столбик без накида и провязываю их, все эти 3 петли, которые были на крючке, вместе. Теперь у меня тут 15 петель, 15 столбиков, я вяжу просто ровно. Это у меня будет один ряд с убавкой на пятке, и следующий ряд я тоже сделаю опять же в этом же месте с убавкой на пятке. Довязываю до конца, тут должно быть 15 столбиков. И теперь, так как мы один убавили, теперь у нас не по 17 столбиков, а по 16. И так как мы будем делать опять в этом месте убавку с этой стороны пятки и с этой стороны пятки, то мы вяжем 14 столбиков, а 15 и 16 мы будем провязывать вместе, то есть делать убавку. Второй, третий. Обращаю ваше внимание, делаю воздушную петлю подъема, и в эту же петлю я вяжу столбики, его считаю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Теперь делаем убавку. Вяжем одну недовязанный столбик и в следующую петлю еще один недовязанный столбик без накида, и все вместе. Переходим на вторую половинку пятки, и с этой стороны сначала вот нашей второй половинки, да, мы тоже должны сделать убавку. То есть следующую петлю мы вяжем недовязанный столбик и опять недовязанный столбик в следующую петлю, и это все вместе. И потом вяжем оставшиеся 14 столбиков без накида до конца ряда. Больше убавок на пятки я делать не буду. Но если, к примеру, вы примеряете и вас эта убавка не удовлетворит, то можно сделать еще одну убавку. Ну, мне достаточно. Вот такое закругление начинает образовываться. Вот оно. И теперь я провяжу еще один ряд, потому что мне нужно немножечко удлинить. И таким образом провяжу лицевой ряд. Ну, это лицевой, изнаночный не столь важно. Важно то, что мне нужна длина еще. Поэтому я просто вяжу еще ряд. Так как мы 4 петли убрали, удалили, убавили, да, первый раз в первом ряду 2 петли убавили, и во втором ряду с убавками мы убавили 2 петли, то у нас тут должно остаться 30 столбиков.
Все, длина моего следка достаточная. Теперь вот в этом месте нужно сшить петля в петлю. И вверху, вот здесь вот здесь вот, тут вот я сшила. И вот тут вот связать резинку. В этом случае, вот с красными, с бордовыми, я вязала резинку 2 лицевых столбика рельефных, 2 изнаночных. В этом же я хочу связать 1 лицевой рельефный столбик, 1 изнаночный. Что я делаю дальше? Можно сшить этой ниткой, а потом присоединить нитку и связать резинку. А я хочу этой ниткой связать резинку, а потом кончиком от вот этой вот резинки перетянуть и сшить, чтобы меньше было отрезанных ниток. Что я делаю? Я нахожу вот один мой конец начала ряда, вот второй. Я нахожу вторую первую петлю, завожу в нее крючок, подхватываю вот эту нитку, которой мы заканчивали наше вязание, и перетягиваю. Таким вот образом я соединила наше полотно. Дальше делаю 2 петли подъема, и в каждый ряд, вот сейчас у нас пока что перпендикулярное нам вязание, да, в каждый ряд столбиков без накида я вяжу столбик с одним накидом. Нужно посчитать количество столбиков, чтобы оно было четным, чтобы связать резинку кратную 2, то есть 1 рельефный столбик лицевой, 1 рельефный столбик изнаночный, или кратную 4, как в этом случае, где 2 лицевых столбика рельефных, 2 изнаночных. Первый ряд я вяжу просто столбиками с накидом, а второй ряд я уже буду вязать рельефными столбиками. Если вдруг вы решили резинку вязать контрастным цветом, ну, к примеру, у вас это или нитка закончилась, или вы просто хотите украсить и решили связать резинку контрастным цветом, то первый ряд резинки провяжите столбиками без накида контрастной ниткой, которой будете вязать резинку, а потом уже вяжите рельефную резинку. Так будет следок смотреться более гармонично и аккуратнее. Но это не обязательно. Просто так красивее будет. Так как я вяжу одним цветом, разницы не будет заметно. Поэтому я и вяжу сразу же столбиками с накидом. Дальше вот здесь вот в уголке я обязательно вяжу столбик вот в эту вот угловую петлю. Потому что если связать столбик в следующую петлю, то здесь вот будет дырка. Чтобы дырки не было, я вяжу в угловую. И вяжу дальше вот эти вот 8 петель, которые я оставила, которые не участвовали в вязании пятки. Я тоже вяжу тут столбики с накидом. Вот здесь вот угловая петля, я сюда опять тоже вяжу. И перехожу опять на перпендикулярное вязание и провязываю в каждый ряд столбик с одним накидом. Дальше я хочу сменить номер крючка, чтобы резинка у меня была более аккуратна. В этой пряже я пробовала вязать
этим же крючком резинку, она у меня получается очень грубая и расхлябанная. Вот в этом же слитке я вязала тем самым номером крючка, которым вязала и все полотно. Тут резинка выглядит хорошо. То есть это зависит от пряжи. В этой пряже мне не нравится, как выглядит этим крючком резинка. Поэтому я сменю крючок на номер 3. Дальше я вот довязала до конца ряда и делаю вот такое вот соединение. И вот этот вот петли, 2 петли подъема у меня будет изнаночный рельефный столбик. Дальше делаю 2 воздушные петли подъема и вяжу после лицевой рельефный столбик. Дальше вяжу изнаночный. И таким образом до конца ряда. Соединяюсь так же, как я только что показала, то есть под вот эти вот 2 петли подъема я соединюсь. Так я буду вязать в высоту ту резинку, которую мне хочется. Высокую вязать я смысла не вижу, так как это слитки. Ну, если хочется, то можно. В бордовых я связала высоту резинки 3 ряда. Первый ряд я связала просто столбики и 3 ряда рельефные, то есть получается 4, да? Тут я буду вязать, ну, наверное, так же, может быть, 5 рядов, не больше. Каждый столбик я провязываю, изнаночный обвиваю с изнаночной стороны, лицевой обвиваю с лицевой стороны. Таким вот образом получается столбик, который выступает вперед, и столбик, который якобы проваливается назад, да? Вот я довязала до конца ряда. В конце ряда у меня лицевой рельефный столбик. И я, как и сказала, соединяю вот таким вот образом. Вяжу еще 2 ряда рельефными столбиками и буду заканчивать вязание. Довязала я ряд до конца. И теперь я буду заканчивать вязание. Делаю соединительный столбик. Немножечко длиннее нитку оставляю для того, чтобы вот это вот место ею сшить. Дальше, как я делаю аккуратный краешек, я вставляю нитку в иголку. Закрепляю вот эту вот петельку на краешке ряда. Перевожу на изнаночную сторону. Выворачиваю тапочек мой, чтобы удобно было работать. И по изнаночной стороне вот такими вот запутывающими движениями, как будто бы я прячу нитку, да, но только не затягивая, потому что этой ниткой я буду сшивать. Если я затяну, то будет стянута резинка. Я перебираюсь вот до вот этого вот места,
где начинается не сшитое полотно. Складываю пополам полотно, чтобы одна петля ряда соответствовала второй петле ряда, и начинаю прошивать вот таким вот образом. Это как бы я для себя такой метод нашла. Сшивать можно абсолютно по-любому. Можно иглой сшивать, можно сшивать крючком, как вам удобно. Мне нравится так. Ну, по крайней мере, понравилось. Просто такими вот стежками простыми прошиваю каждую петлю со своей парой до конца разреза, так скажем, да. Шов получается аккуратный, и как с лицевой стороны он выглядит аккуратно, так и с изнаночной, и без утолщений. Вот это очень важно, потому что это место припадает как раз на пятку. Может утолщение создавать дискомфорт при носке. Тут утолщения нет, соответственно, дискомфорта тоже нет никакого. Вот я уже дошиваю до конца. И последний стежок. Теперь вот эту вот нитку, которую я сшивала, я хорошо закрепляю на изнаночной стороне. Прячу ее в тело каждого там какого-нибудь рядом стоящего столбика. И отрезаю. Закрепляю зигзагообразно. Зигзагообразно закрепляю. Ну и вот таким вот образом запутаю еще сильнее. Вот так шов смотрится с изнанки. Вот так вот шов смотрится с лица. Никаких утолщений нету. Нитку, естественно, я там спрячу и отрежу. И вот здесь вот на мыске тоже. И вот такой вот получился тапочек-следок. Это один, а это ему пара. Вот такая вот пара у нас с вами получилась. Вот. В этом следке я уже нитки спрятала, а этот еще нужно доделать. Вот и все действия, которые нужно совершить для того, чтобы получить пару вот таких вот теплых домашних тапочек. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!